Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание великому церковному празднику, который называется как Лазарева суббота, предшествующая вербному воскресенью. Также уделим внимание народному календарю, поговорим о народном празднике в этот день, кого в народе сегодня почитали из животных. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Итак, друзья, давайте далее все более подробно в этом видео. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово изобилие, и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Также, друзья, проговорите следующие слова, которые помогут вам сонастроиться с энергиями Вселенной и привлечь здоровье в свою жизнь. Слова следующие. Я, ваше полное имя, привлекаю здоровье, радость и благополучие в свою жизнь. Моя сила и энергия растут с каждым дыханием, и я благодарна за свое здоровье и благополучие. Обязательно прописывайте эти слова, не ленитесь, девочки и мальчики. Также благодарим всех за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, большое спасибо, нам очень приятно. Итак, друзья, 27 апреля в церковном календаре проходит великий церковный праздник Лазарева суббота, которая предшествует вербному воскресенью и занимает особое место в православном календаре. И в этом 2024 году Лазарева суббота приходится на 27 апреля. Это время, когда православные христиане вспоминают чудо воскрешения Христом Лазаря из мертвых. Этот день наполнен глубокими религиозными обрядами, народными приметами, традициями, которые отражают суть христианской веры и подготовку к великому празднику входу Господню в Иерусалим. Итак, Лазарева суббота, отмечаемая за неделю до Пасхи, является значимым событием в церковном календаре, посвященным воскрешению Лазаря Христом. Это чудо, описанное в Новом Завете, не только укрепило веру многих людей в Иисуса Христа как Мессию, но и стало катализатором для последующих событий, пришедших к смерти самого Иисуса Христа. Событие воскрешения Лазаря произошло в Вифании, небольшом поселении недалеко от Иерусалима. Лазарь, брат Марфы и Марии, умер и был погребен. По прибытию в Вифанию, спустя 4 дня после смерти Лазаря, Иисус совершил одно из своих наиболее значительных чудес. Он вызвал Лазаря из могилы, демонстрируя свою божественную силу над смертью. Этот акт не только укрепил веру учеников и свидетелей, но и, к сожалению, вызвал серьезное беспокойство среди фарисеев. Воскрешение Лазаря стало поворотным моментом, после которого фарисеи окончательно решили устранить Иисуса Христа, видя в нем угрозу своему влиянию и контролю над народом. Слухи о чуде быстро распространились по Иерусалиму, и в результате чего, когда Иисус Христос въезжал в город, толпы людей с пальмовыми ветвями встречали его как царя и как спасителя. Этот момент, известный как «Вход Господень в Иерусалим», символизировал надежды и ожидания иудейского народа относительно освобождения и духовного возрождения. Лазарева суббота подчеркивает ключевую тему христианской веры – победу жизни над смертью. И воскрешение Лазаря предвещает воскресение Христа, являясь образом надежды и вечной жизни для всех верующих. В этот день Церковь напоминает о милости Бога и Его способности творить чудеса в жизни каждого человека.
Этот день также отмечает временное послабление строгих правил Великого Поста. Хотя мясные и молочные продукты по-прежнему запрещены, разрешается употребление рыбной икры, что придает этому дню особую трапезу. Это исключение подчеркивает радость и надежду, которые приносят воскрешение Лазаря, символизируя приближение Пасхи. Подготовка к вербному воскресенью, как вы знаете, начинается уже 27 апреля в Лазареву субботу. И во многих православных домах этот день ассоциируется с выпечкой особых блюд, таких как рыбный пирог, который готовят заранее, чтобы в вербное воскресенье собраться всей семьей за праздничным столом. Также пекут специальный хлеб с орехами и сухофруктами, каждый ингредиент которого имеет символическое значение, напоминая о воскрешении и о новой жизни. Практика сбора вербы также тесно связана с Лазаревой субботой. Пушистые почки на вербе считаются символом нового начала и духовного возрождения. В этот день многие прихожане собирают веточки вербы, чтобы принести их в храм именно для освящения на следующий день. В современных условиях, когда не каждому доступно самостоятельно срезать ветки, они часто продаются уже на улицах города или возле храмов, чтобы каждый мог принять участие в этой традиции. Верба, принесенная из церкви, считается достаточно мощным амулетом, который защищает дом от злых духов и болезней на весь год. В Лазареву субботу и вербное воскресенье создается особая атмосфера ожидания и подготовки к одному из величайших христианских праздников – к Пасхе, когда отмечается победа жизни над смертью, света над тьмой. Лазарева суббота служит мостом между строгим постом и радостным ожиданием Пасхи, наполняя сердца верующих надеждой и предвкушением великого торжества. Также, друзья, давайте теперь поговорим о том, что же нужно сделать в Лазареву субботу. Итак, друзья, Лазарева суббота, известная также как и вербная суббота, предшествует вербному воскресению, является днем, когда христиане вспоминают воскрешение Лазаря Христом. Как вы понимаете, этот праздник наполнен глубоким символизмом и традициями, которые передаются из поколения в поколение. Вот несколько основных действий и обычаев, которые принято совершать в Лазареву субботу, чтобы отметить этот день и подготовиться уже к предстоящему вербному воскресенью. Итак, верующие собираются в церкви на всеночную службу накануне Лазаревой субботы. Во время этой службы священнослужители читают молитвы и обращаются с призывом к прихожанам творить добро и помогать ближним. Это время, когда община объединяется для духовного возрождения и подготовки к важнейшим событиям Великой недели. Одним из центральных обрядов Лазаревой субботы является освящение вербы. Прихожане приносят с собой на службу веточки вербы, которые затем освящаются в церкви. По завершении молебна верующие забирают эти ветви домой как символ защиты от злых духов, болезней, а также помощи в тех или иных каких-то сложных ситуациях. И существует традиция слегка ударять друг друга веточками освященной вербы, что считается символом передачи здоровья и силы. При этом произносятся определенные слова, такие как «верба хлест, бей до слез» или «бьем, чтобы быть здоровыми». Этот обычай имеет древние корни, символизирует желание благополучия и здоровья для всех членов семьи. Во время литургии в Лазареву субботу принято держать вербу в левой руке, оставляя правую руку в свободной для крестного знамения. Этот обычай подчеркивает уважение и почитание к священным ритуалам, а также позволяет верующим активно участвовать в богослужении. Также существует поверье, что количество веточек в пучке вербы должно быть нечетным или равным количеству членов семьи. Это символизирует единство семьи и общности, а также служит напоминанием о том, что благословения должны распространяться на всех домочадцев.
Теперь, друзья, давайте поговорим о том, что же нельзя делать в Лазареву субботу. Как вы понимаете, Лазарева суббота – это один из важнейших дней в православном календаре, который предшествует вербному воскресенью и является временем глубокой духовной подготовки и воспоминания о воскрешении Лазаря Христом. В этот день существует множество традиций и запретов, которые призваны помочь верующим подготовиться к последующим событиям Страстной недели. Итак, основные вещи, которые принято считать недопустимыми в Лазареву субботу. Одно из самых строгих правил Лазаревой субботы – избегать ссор и конфликтов с родными, друзьями, соседями. Считается, что любые споры и распри в этот день могут привести к долгосрочным негативным последствиям и усложнить прощение и примирение. Вместо этого день должен быть наполнен миром, согласием и взаимопониманием. Традиционно в Лазареву субботу не рекомендуется заниматься рукоделием, стиркой или глажкой одежды. Эти виды деятельности могут быть восприняты как неуважение к святости дня. Подготовка к празднику, включая генеральную уборку, должна быть завершена заранее, чтобы в саму Лазареву субботу можно было полностью посвятить себя духовным практикам и молитве. Мытье в бане или принятие ванн также относятся к действиям, которые стоит избегать в этот день. Согласно традиции, такое поведение может привлечь за собой риск заболеваний, так как в Лазареву субботу тело человека считается особенно уязвимым. Обращение с домашними животными и птицами должно быть особенно бережным в этот день. В Лазареву субботу принято считать, что животные особенно чувствительны, и любое грубое обращение может привести к их болезням или даже гибели. Также воздержитесь от развлечений в этот день. Дело в том, что танцы, пение и другие виды развлечений считаются неприемлемыми в Лазареву субботу. Веселье в этот день может рассматриваться как неуважение к серьезности и глубине предстоящей Страстной недели. Вместо этого день должен быть наполнен радостью и духовной подготовкой. Также в этот день нельзя отказывать в помощи, кто в ней нуждается. В Лазареву субботу считается это особенно тяжким проступком. Этот день требует от каждого проявления милосердия и готовности прийти на помощь, отражая тем самым христианские идеалы любви и поддержку ближнего. Лазарева суббота – это время, когда каждый аспект поведения имеет особое значение, подчеркивая важность подготовки не только физической, но и духовной к ключевым событиям христианского календаря. Теперь, друзья, давайте уделим чуточку внимания народному календарю. Что же нас ожидает в этот день? Итак, друзья, в народном календаре этот день получил название Мартын-Лисагон. Дело в том, что в день Святого Мартина наши предки наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон. По приметам, в этот день лисицы из старых нор переселяются в новые, и на протяжении 3 суток своего переселения бывают глухи и слепы. В народе верили, что Мартын дает и начало первым грозам. Также наши предки подмечали, что с этого дня пара ворон стремительно друг над другом летает, то на спину переворачиваясь, то как будто комом на землю падая. На высоком дереве вороны начинали гнездо вить, а в сооружении гнезда участвовали оба члена семьи. Взрослые вороны живут постоянной парой всю жизнь. Они ежегодно гнездятся в одной местности и каждый год сооружают новое гнездо. Иногда материалы используют из старого. Что же нельзя было делать по народным приметам в день Мартына-Лисагона? Во-первых, нельзя было охотиться на лисиц, которые в этот день бросают свои старые норы и ищут новое жилье. В народе существовало поверье, что начиная с 27 апреля и на протяжении последующих 2 суток лисы глохнут и слепнут, поэтому их очень легко поймать. Однако тот, кто это сделает, всю жизнь будет страдать от проделок обманщиков и мошенников. Не рекомендуется в день Мартына-Лисагона гнать со двора воронов, иначе они могут обидеться и наслать неприятностей на дом и его хозяев.
Не нужно обманывать в этот день, льстить, иначе можно накликать на себя большие неприятности, в том числе и денежного характера. В этот день запрещено было давать обещания, в исполнении которых нет уверенности. Даже если все и сложится самым лучшим образом, и обещанное получится воплотить в жизнь, радости и чувства удовлетворения не будет, поскольку после все пойдет наперекосяк. Также нельзя в этот день стирать одновременно вещи мужа и жены. Согласно поверью, супруги могут поссориться. Лучше сначала выстирать и выполоскать мужскую одежду, а после уже и женскую. А вот вещи детей стирать вместе с родительскими не воспрещается. Также нельзя на Мартына Лисагона вступать в споры. Ни одна из сторон в итоге не сможет доказать свою правоту. Зато спорная ситуация может перерасти в серьезный конфликт. Кстати, именно по этой причине нельзя назначать на 27 апреля судебное разбирательство. Если же невозможно, то тогда утром взять икону своего ангела-хранителя и попросить у него помощи, а также, выходя из дома, надеть на себя свои самые счастливые вещи. Только так можно будет не проиграть дело. Друзья, вот такой у нас с вами день, насыщенный день 28 апреля. Друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно попросите у высших сил здоровья для себя. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.